Слава Богу, слава Советскому Союзу, Богу, Советскому Союзу. Веста, расскажите, пожалуйста, как вы вообще стали врачом? Откуда это у вас родилось? Родители посоветовали, либо вы сами с детства мечтали? Привет, друзья. Рада, что отвечать на вопрос. Меня зовут Веста. Я училась в Советском Союзе. Я думаю, что как у меня получилась медицина учиться, это не было от меня, потому что в детстве мои две сестры хотели быть врачом. Они две. Одна старшая и другая младшая. А я никогда не говорила, что хотела врачом работать. Я думала, что раньше какая-то байlarina, не знаю, как по-русски. Балерина. Балерина. Да. Хотели стать балериной? Да, я думала, когда-нибудь в детстве. Понял. А потом, когда я узнала, что я ездила в Союз, потому что мне очень понравилась вот эта страна, где все бесплатно, моя мама 8 детей. Я думала, ну давай, я уезжаю в Советский Союз и учусь. Но никогда не думала медицина, думала фармация, думала dentista, Стоматолог. стоматолог. А потом там городе Молдавия, моя преподаватель мне говорила, нет, Весточка, давай врачом ты работаешь, давай учи для врача. Она меня посоветовала, это женщина, преподавательница, она меня посоветовала. Я думала, что она видела на меня какое-нибудь, что-нибудь видела, я слушала от меня. И я думала, ну хорошо, давай я буду учиться. И когда я приехала в Калининград, эта секретарка на факультете меня спросила, что вы хотите учиться, стоматологический факультет или на лечебном? И я думала, ну давай на лечебном. Все. Так и просто не было какое-то... В городе Калинин, это сейчас Тверь, да? Тверь. Как? Тверь? Тверь, да. Я думаю, что меня звучит плохо, Тверь. А сколько лет там проучились? Там училась 6 лет. И всего было 1 год в Молдавии на подфак и 6 лет на городе Калининград. Практику проходили там? Но это была очень мало практика, потому что только что закончила институт, и я приехала сюда. Панаму? Да. Я думала, что это было плохо для меня, потому что я не готовила хорошо. Я готовила, мне надо было заниматься больше. Я потом поняла. Как быстро русский язык выучили? Не так быстро. Сейчас хорошо я говорю, потому что я назад 15 лет там у нас в Национальном университете там дают курс русского языка. Здесь в Панаме? Да, в Панаме. И я постарела. Я, наверное, училась там, наверное, 6 месяцев. Но постарела некоторые. Ну и здесь, наверное, разговариваете по-русски, да, с русским? И здесь я разговариваю, у меня подруги говорят, говорящие. Говорящие по-русски. Говорящие, да, по-русски. И я, когда хожу в церковь или какое-нибудь собрание, мне нравится повторить язык, потому что помогает мне на звук. Потому что звук мне так трудно, потому что русский язык имеет 32, да? 32 буквы, а у нас только 28 букв. И звучат очень такие особенные.
Например, у меня имя Веста, а здесь в Панаме неправильно, потому что говорят Веста, и не Веста, а Веста, Уве. Окей. Это меня, когда учила русский, мне было трудно, потому что я тоже не учила хорошо. Б и В. Про имя ваше мы разобрали, как правильно звучит. Теперь самый главный момент, начнем с медицины. Когда вы вернулись в Панаму, как легко было сразу устроиться на работу? Нужно было переквалифицироваться, либо вы могли сразу с этим дипломом устроиться? Что для этого понадобилось? Уф, вы знаете, этот вопрос очень... Это что вы не рассказывают на 5 минут, а это много надо говорить. Но мы коротко. Но коротко. О главном, коротко о главном. С моей стороны я не была очень готовлена, потому что мне было заниматься больше медициной, практика, заниматься. Мне надо было. И со стороны Панамы, Панама в том году было трудное время в Панаме. Не было работы. Когда я приехала, много людей нет без работы. А это какой год был? В 89 году. 89-й. Да. Не было работа, и здесь не платили людей, платили con bonos, как... Талонами? Да. А потом я приехала сюда в сентябре, а потом в декабре было еще хуже время в Панаме. Такая плохая ситуация. 20 декабря было нападение США. Это было, я только что приехала, была здесь 4 месяца, и значит, страна была хуже. Когда я начинала работать в больнице, это 1 января, сейчас была военное дело, 20 декабря. И я помню, что когда я ходила в больницу, меня проверяли на сумки, что и смотри, что там. И оружие у меня все. Я студентка. И вот и так далее. Это надо много говорить. Думаю, что это будет быть другой момент, да? Но было очень трудное время для меня, для страны, для моей семьи. Родные мои были без работы. Только моя сестра, которая медсестрой работает, она работала. Остальные не работали. А вы как устроились? Тяжело было вам устроиться на работу вот в этот момент? Да, конечно. Потому что ситуация в Панаме была такой, да? Понимаете, такой. Здесь я сама с моими глазами видела. Такое большое количество военных? Да. Я только учила и хотела работать, помогать семье, да, моей маме. И здесь страна, я потом думала, зачем я приехала. Зачем надо было оставаться в СССР, да? Да, потом да, думала. А сейчас, на сегодняшний день, как думаете, остались бы там лучше или нет? Я вернулась. В Панаму бы вернулись? Нет, я вернулась в СССР. В СССР бы остались. Если была бы возможность, остаться, вы бы остались. Осталась, 100%. Хорошо. Так вы... Это была моя ошибка, да, понимаете? И это не говорю часто, потому что это очень мои чувства. Сюда, значит, вы вернулись, устроились. Каким врачом вы устроились? Терапевтом. Я работала 30 лет терапевтом. В частной клинике, в городской? Сначала частная поликлиника, я работала, например, после того, когда закончила интернатуру. Интернado. Да, интернатуру. Да, после того я работала сначала в частной поликлинике, потому что мне нужна была работа, понимаете? Я хотела специально стоять, но
не получила, потому что Понял. вилатея yo la время. И сколько в те года зарплату платили терапевту? Как я начинала работать, половину не 8 часов, а 4 часа в день. Мне зарплата была меньше, понимаете? Это было только $400 в месяц. Это мало, да. $400, я понял. И до такое время, и для этого времени мало. А как вообще вот в Панаме выстроена система частных клиник и государственных? Куда чаще пациенты обращаются? И где качество, соответственно, лучше, где хуже? С чем это связано? Частном, я работала на оба, да? На частном мало зарплаты. И если государство платит меньше, здесь меньше еще. Например, если я получала $1000 в месяц государству, частном здесь 300. И еще там много времени. Bueno, не 4 часа, как сначала у меня государственное, а там 8 часов. Еще в государстве лучше зарплата, лучше. И не то, что смотрят на нас, нет, только зарплата хорошая. Потому что условия работы плохие, условия государства. Но зарплата хорошая. Ясно. На сегодняшний день вы работаете? Сейчас не работаю. На пенсии? Сейчас на пенсии. Хорошо. И сколько пенсии составляет врача? Вы знаете, что я работала 30 лет в государстве. У меня хорошая пенсия, потому что у меня нет детей, нет мужа. Понимаете? Да. Поэтому мне достаточно. Но все равно сейчас мне надо больше денег, потому что я хочу дом. А сколько пенсии вот сейчас врач получает? Врач сейчас получает, например, как я, Да. 2500. Меньше, 2300. Это пенсия. Это пенсия. Которые закончили 30 лет и платили у каждого рабочего в нашей стране, он должен от зарплаты, он должен платить государству квота. Да. Это как страх. Ну да, соцстрах, налог. Да. От зарплаты государство берет Да. месяц страх. Как? Да. Страх. Социальное страхование. Социальное страхование. Да, социальное страхование. Налог. Каждого месяца. Да, да. И когда рабочий заканчивает работу, который на пенсию, да, тогда получает каждый месяц зарплату. И это зависит тоже, если чем вы работали. Например, я, слава Богу, слава Советскому Союзу, Богу, Советскому Союзу, и моим преподавателям, которые никогда не хочу смотреть, потому что, наверное, 30 лет много, да? Но каждый рабочий получает пенсию, и это зависит от вида работы. Которые врачи, конечно, больше. Но простые люди, которые работали 30, 35, 40 лет, но они, у них было меньше зарплаты, меньше получали. Так я слышал, что в Панаме даже есть кто получает зарплату в $6000, $7000. Это правда? Да. Да? То есть можно И такие... не работал 300 лет, как я. Не-не-не, это можно такую пенсию получать? $6000, $7000. Нет. Пенсию такой нельзя? Это зарплата такая. А пенсия, максимальная пенсия, сколько она может составлять? 2500. Максимально 2500. Без разницы, какой врач там, реаниматолог, психиатр, какой бы специализации не был, он больше 3000 не получит. Поэтому никто, правильно, поэтому все содержатся на работе, понимаете? Потому что зарплата никак, когда ходим на пенсию, Да. я все зарплата. Понятно. Уменьшается очень много. Поэтому люди еще работают. Да, например, у меня сестры, например, 2 сестры работают, которые, у меня сестра старшая, которая работает моей сестрой.
она не может выходить на пенсию, потому что у него дом еще должна платить. Если ходит на пенсию, она не может платить ипотека. Как по-русски ипотека? Ну да, ипотека, кредит. Ипотека, да? Да. Но, понимаете? А другая, которая работает преподавательница в Институте национал, Института Фермин Ново, это институт, Да. то я не может, потому что у нее сын, который без работы, молодой человек, 24-25 лет, без работы, а у него есть сын. Всех больных вылечили, когда работали терапевтом? 100 больных. Всех вылечили? Ясно. Так, а вы мне скажите по поводу медицины. Вот если к вам пациент приходит, вы имеете право выписать больничный лист, рецепт, да? Что еще можете выписать? Я могу выписывать, правильно? Да. Рецепты, давать рецепты, но через как частная работа моя Да. врача. Пациент приходит в поликлинику, в городскую, он платит социальные взносы, поэтому он обслуживается в городской поликлинике бесплатно. Да, это когда Да, социальная, да. что? Социальные... Seguro social, как? Да, но социальное страхование. Когда у человека есть социальное страхование, когда ходит в городскую поликлинику, он не платит Да, за принятие. да. Но когда ходит поликлиника Министерства здравоохранения, он платит. То есть в Панаме есть две категории клиник. Да. Городские и Министерство здравоохранения Панамы. Они делятся. Когда говорите городские, как городские? Поликлиники города Панамы и поликлиники... Del Seguro Social. Ну да. Я просто там своей терминологии говорю, а так как бы социальные поликлиники и поликлиники Министерства здравоохранения. Да, и правильно? социального страхования Да, или с Министерства здравоохранения. хорошо. И если он ходит в социальное страхование, Seguro Social, Да. он не платит. Да, Но если он ходит в Да. поликлинику Министерства здравоохранения, он платит. хорошо. Ну, Понимаете? в России тоже так есть. Есть структуры ФМБА, управделами президента, и если человек хочет там обслуживаться, то, соответственно, это в основе это платная организация, на платной основе. А если он хочет платно, всегда это в городскую поликлинику. Вопрос. А если иностранец, вот я иностранец, приехал, меня где обслужат бесплатно? Мне можно бесплатно обслуживаться? Бесплатная. Да, я иностранец. Нет. Нет? Нет, потому что если вы ходите в поликлинику социального страхования, не можете, потому что вы никогда не работали здесь. Тогда, если вы, например, если вы начинаете работать в Панаме и платить Налоги. тогда да. Тогда ты можешь обслуживаться. Да. Но надо, чтобы вы работали в Панаме. Да. Понял. Да? Чтобы я платил налоги в Панаме. Да. Тогда да. Хорошо. А Министерство здравоохранения в поликлиниках меня, иностранца, примут? Ну, за деньги хотя бы. Как? Клиники здравоохранения у вас, вот поликлиники в Панаме, это другая категория, не социальная? Министерство здравоохранения. Меня там примут как иностранца? За деньги хотя бы. Я просто слышал, что там можно прийти, там иностранцев за деньги принимают недорого. Нет, вы должны платить. Но там будет дешевле, чем в частной клинике? Дешевле. Дешевле. Да, дешевле. Потому Но много дешевле, да. Ну там хорошие специалисты? Хорошие. Я работала на Министерство здравоохранения и все, что плохо, вы знаете что? Министерство здравоохранения имеет условия нехорошие иногда. Нехорошие условия? Да. Для врачей? Для врачей и для народа, который идет на как атендирование. Ну, обслуживаться. На А какие нехорошие условия? Что нехорошее? Простые вещи. Например, вы знаете, что каждый врач, когда, например, я всегда делала так, за моего здоровья. Например, вы приходили ко мне, вы думали, вы хотите, что я вас проверял давление, так, сердце, все.
А после того я проверяю вас давление, живота и легкие, все. А после того я помою руку, Да, ¿verdad? Да. Потому что это важное Да. дело. Даю пример самый простой. ну да. И потом меня надо что? Для мытья рук. Мило, вода, меня бумажка надо, Да. чтобы, да, понимаете? Да. А когда нет бумажки, нет мила, а даже иногда нет воды, Перчатки. Не дают перчатки? перчатки неправильно. для А такого. перчатки выдают или не выдают? Не дают всегда. дают? Не всегда не дают. Не всегда есть. Понятно. А даже я работала, знаете, что у нас жарко в стране, да? Без ветра. Чуть-чуть без вер... Без, без кондиционера. да, без Понятно. кондиционера. В жару без кондиционера сидим, Вы потеем. понимаете, как вы понимали больных без Кондиционер. кондиционера? Без Но это кондиционера. неправильно. Все потные, вонючие. Еще много больных, например, я врачом, я приехала в мою работу, у меня стетоскопio, то. Меня 8 часов, en teoría, теоретически у меня 8 часов, чтобы принимать 32 больных. Да. 32 в день. Но у меня нет времени для обеда, нет времени для завтрака, Завтрак. и у меня нет времени для ничего. Я приезжаю на работу, еще вы принимаете, потом второй, потом третий, потом четвертый, потом... Когда номер 20, у меня язык упал. Понятно. И человек, видите, врач-человек. Ну, понятно, не робот же. Да, я здесь принимаю какие-то работники, там, которые работают. Вот это условия. Поэтому сколько больные врачи, когда уже из 50 лет все больные. Что такое? Высокое давление, сердце, понимаете? Сердечно-сосудистые заболевания. Но основные клиенты к вам обращались вот с этими заболеваниями, да? Тоже. перечислили? И то я принимаю больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наша компания предлагает медицинскую помощь в Панаме и Латинской Америке. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и других странах, а также осуществляем лечение за рубежом для иностранных граждан. Одним из наших главных приоритетов является здравоохранение наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной медицинской помощи, которые известны своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши клиенты могут быть уверены, что получат профессиональную зарубежную медицинскую помощь, осуществляемую опытными медработниками. Что такое Росмедицина и чем она занимается? Это скорая медицинская помощь за границей, экстренная госпитализация неходячих больных, медицинская эвакуация пострадавших вертолетов, санитарная транспортировка на родину, а также медицинский туризм, консультация врачей и лечение различных заболеваний. Дополнение, роды за границей и оформление гражданства для детей. Почему стоит обратиться в Росмедицину? Потому что наша клиника более 10 лет на рынке медицинских услуг, лицензирована и сертифицирована. Мы организуем встречи в аэропорту на машине скорой помощи, либо автомобилем реанимации. Сопровождение психологом, владеющим на 3 языках – английский, испанский, русский. Имеются проверенные действующие травматологи, хирурги с опытом реконструктивных операций. Более 3000 довольных государственных учреждений и производственных предприятий. Заключение договора с клиникой Росмедицина дает гражданину возврат 13%. Возможность получения 10% скидки на авиабилеты в Латинскую Америку. Если вы путешествуете или работаете за рубежом и нуждаетесь в медицинской помощи, наши доктора готовы организовать срочное лечение за рубежом. Требуется медицинская помощь высшего класса. Ссылки и контакты в описании под этим видео. Какие самые нестандартные случаи были в вашей работе? Очень мало хороших. Ну давайте, какие были плохие? Уф, иногда Три самые главные. у меня одна женщина меня ударила. А, ударила? Да. Пьяная?
Нет, такая психиатрическая больная. А, Она не была хорошая. ага. И Еще, когда я работала на скорой помощи, и никто не давали благодарность мне. Несколько раз я сама в своей машине принимала больных, а потом отправила в больницу. Потому что не была... машин скорой помощи не было. Не была. Allá, я помню, что она была один человек с работой, Кровно. Кровно, так. Хорошо. Я принимала его и отправила в больницу. Хорошо. А государство, Окей. Даже благодарность не выписали, все да? это я говорю честно. Веста, расскажите, пожалуйста, мы вкратце затронули, сколько получает врач. Но сколько вообще может получать врач, специалист, работающий в Панаме? От какой суммы до какой? Да, врач, который только что закончил интернатуру, он может получить до 2000, например, да, изначально. А потом каждое время эта зарплата увеличивается. Стаж увеличивается, да, Да, и зарплата увеличивается. через годы, да, увеличивается. А то, что ты стаж увеличивается, надо сдавать экзамены? Нет, это категория, как по-русски По категориям, Да. я понял. Если общий врач, до 2000, например. Но если специалист, сердца или Кардиолог, акушер, невролог. гинеколог, невролог, это больше. Еще 2 раза больше, Два раза может быть больше. 4000 и больше еще. Понял. Много получает специалист. А тяжело устроиться иностранцу, иностранному врачу здесь на работу? Есть здесь вот русские, которые устроились и работают, врачи? Сейчас раньше было больше труднее, да, потому что не было, например, когда я как панамка приехала, я не должна была давать экзамены, но все равно было трудно работать, потому что условия в Панаме были трудные. Но сейчас надо давать экзамен. Врач, который, например, из России или из других стран, надо давать экзамен и проходить интернатуру или ординатуру. Это в зависимости от если он специалист или он общий врач. Надо экзамен, сейчас поставить экзамен, сейчас да. Но если он врач por el examen, он может начинать работать в государстве. Например, это врач, который меня говорила para вас, Анна. Анна. Она работает в государстве, и она... Но она давно работает. Да, она работает, и она... Молодые врачи есть? Из других Из стран, других стран да. есть? Из молодые. каких обычно приезжают? У меня, например, когда была пандемия, но они работали некоторое время, приехали из Кубы, несколько врачей. То есть обучались также в Кубе или в другой стране? Из Кубы приезжали, А помогали нам. в Кубе обучились, в Кубе закончили медицинский центр и приехали сюда. Медицинский институт и приехали сюда, да? Да, они работали здесь, платили их. Но есть врачи из других стран, которые работают тоже, но они должны проверять через экзамен. Да? И если у них была надо проходить интернатура, и после того работать. Обязательно иметь гражданство Панамы? Не обязательно. Не обязательно? Может работать. Я знаю, которые... Мне просто говорили, чтобы работать сейчас иностранцу в Панаме, нужно получить гражданство Панамы. Я думаю, что это так. Да, я думаю, что да, правильно. Они должны получить гражданство Панама и потом работать. Да. То есть вот эти кубинцы, они получили гражданство Панамы? Нет, они не получили гражданство, потому что они работали во время пандемии. Они как принимали их, но они работали временно, да, временно. И они работали здесь как 8 месяцев или год. Да? Понял.
No, они уехали, они не остались. Все, я понял. Это как вам помощь, поддержка была? Да, поддержка. Но если вы хотите жить в Панаме, надо получить гражданство. Хорошо. Да. Долго получать гражданство? Думаю, что у нас все долго здесь в Всё Панаме. долго. Да. Все так бюрократически, Я понял. бюрократия. Через 5 лет, в общем. No знаю, но думаю, что не так Хорошо. столько. Но... Ну, через 5 лет сейчас можно податься на гражданство, если ты имеешь ПМЖ. И еще год-полтора рассматривается. Твой статус подтвердят или не подтвердят. Многие ли врачи работают здесь в частных клиниках? Я потому что слышал, что кто-то работает в государственной, кто-то в частной и так далее. Как вы считаете, это правильно или так не должно быть? Ну, потому что, получается, пациент также приходит к одному врачу, здесь он получает услугу бесплатно, пациент приходит в платную клинику, увидит этого же врача и тут же платит деньги. Да, Но это правильно или неправильно? конечно, неправильно. Неправильно? Неправильно для больного, неправильно. И неправильно тоже для врачей. Потому что врачи, которые работают в частной поликлинике, получают меньше зарплаты. Меньше. Врачи, которые получают много зарплату выше, потому что это их поликлиника, понимаете? Они хозяин поликлиника, потому что они получают много зарплат. Потому что это их поликлиника. Но если вы только работаете там, и сидите и работаете, вы мало получаете. Поэтому я не работаю в частной поликлинике. Если в частной поликлинике ты будешь работать, то ты пенсию получишь или нет? Или она будет очень маленькой? Я, например, я работала в больнице частной, там, Пайтия называется. И я работала там 1,5 года, меньше, no, o sea, там, но когда я получила пенсию, это страхование, Seguro Social, мне просила все документы, Где вы работали? где я работала, если, потому что я платила тоже, их, когда работала. Ну, налоги тоже платили. Да, но это была эта больница, но маленьких поликлиника не дает ничего. Хорошо, пример живой. Вот вы по ТИИ работали, это частная клиника. Сколько вы там получали зарплату и сколько вы получали в городской поликлинике? Сколько в цифрах? 75 в день. 75 $75 в день. День. Это в ПАТИ. А в городской? Вы знаете, врач может работать 24 часа в день, Ну да. который разделяется 3 раза. 8 часов Ну каждое да, время. может быть суточно, Турнус. сутки через двое, через трое, а может Да. быть... Так вы сколько получали в городской? С городской, когда вы говорите городской, это es trabajador. Да. Это много, 150. 150 в день. Да, в да. день. А в ПАТИ 75 в день. А пойти $75. То есть в 2 раза больше. И много больше работы. Почему тогда люди, ну точнее врачи, идут в частные клиники, если там мало платят? Как их удерживают эти Потому клиники? что у меня пример Да, пример. да. Потому что изначально, когда у меня не была работа в государстве, я ходила на частных, и мне платили мало. То есть в частных клиниках работают те врачи, которых не берут в государственных? Да. То есть тогда получается... И есть много врачей, которые не идут в государство. А почему не идут в государственные? Не знаю, потому что не принимаю или у них... Там же больше платят. Да, но это проблема в нашей стране. Потому что сейчас после пандемии, наверное, может быть, это меняется. Но не знаю столько, потому что иногда я думала, что наша страна не училась ничего от пандемии. Ничего, потому что все проблемы, которые были перед пандемией, сейчас снова появились. Что говорю, почему я говорю так? Потому что если все врачи работали в государстве, получали хорошую зарплату.
Но государство не берет всех врачей, потому что это значит, что должен давать много денег. Хорошо. Так, Не говорю, что у государства нет денег. Нет, говорю, что они не берут. в государственной поликлинике зарплату платят больше. Туда идут большинство врачей, хотят получить зарплату больше. Но там идет поток пациентов вот такой, прям друг за другом, друг за другом. Но врач понимает, на что он, соответственно, соглашается. А тогда в частных клиниках остаются врачи, которые не хотят получать много, которые плохо оказывают медицинскую помощь. Кто остается в частных клиниках работать? Особенно в нашей стране. Потому что у нас много бюрократических дел. Правильно говорю? Например, если все врачи принимают и идут в государство работать, государство дebe платить их, да? Да. Но почему не делает вот такое дело? Это вопрос. Правильно. Это другой вопрос. Почему государство знает, что это минера Панамá, это плохо для нас? Почему тогда пишет это contrato? ¿Cómo? Как по-русски? Contrato? Контракт? Контракт. Почему пишет контракт? Вопрос. Это то же самое дело, Дмитрий. Почему? Почему дело так, если для народа плохо? Ну почему? Потому что говорят, что нет денег. No, нет денег для народа, но есть деньги для других дел. И для какие дела используются деньги? Вот. На какие дела? Билеты, на своих сумках, государство иногда занимается плохо многие делами. Платят, где не надо платить. Понимаете? Да. Надо больше денег для здоровья людей, больше денег для воспитания людей. А почему не дают? Почему не дают? Ну вот, это что я хочу знать. Никто не отвечает на этот вопрос. Ну, я хочу тоже знать. Мы знаем, что много больных, видите на поликлинике, там много на больных, врач устал, так, язык не, потому что много работы. А почему не называют больше врачей, чтобы эти врачи отдыхали, не работали столько, не болели столько, и больные все получили свою рецепты и так далее, все что надо. А почему? Вот такой вопрос, Дмитрий. Так я здесь Я тоже не могу ответить. не панамец. Не хотят, не хотят. Сколько денег? У нас Панамский канал. Ну, понимаете, у нас Панамский канал. И один человек знает. Панамский канал же американцы держат. Да, Панамский канал давно уже на руках Панама. А почему у нас бедности? На сегодняшний день по поводу рождаемости в Панаме, она увеличивается или она упала? Как вообще происходит? По поводу чего? Рождаемость детей. Дети рождаются в Панаме? Рождаются. Больше стало, меньше? Меньше. Меньше? Сейчас рождают меньше. Почему? С чем связано? Вот, хороший вопрос. Вы знаете, у нас семья, все в Панаме и семья. Если вы смотрите, каждая семья имеет не больше 5 детей. Да. А иногда нет детей, как у меня, нет детей. И это зависимость от много вещей. Женщина работает, не дома, более независимые женщины, умные, учатся. Если вы смотрите университеты, какие люди заканчивают университет больше? Это женщины. Больше учатся, больше работают. Но, а это давляет на семью. Вы учились в университете? Ну да. А где учились? Ну, в разных университетах учился. А что учились?
Много специализаций разных. Разные? Да. Юридическая, экономическая, разная. А, да? Мгм. А вы знаете тогда, у вас тоже такие проблемы. У нас много женщин заканчивают университет, а у них иногда есть один человек, Социология? социолог, говорил, мне нравится он, потому что он говорит, но вы знаете, почему женщины не выходят замуж и нет у Почему? них детей? Потому что у них больше образования, высшее образование, чем мужчины. У нас в Панаме. А мужчины не учатся, Ага. а женщины каждый раз учатся, и больше, и больше, и больше. А мужчины там остаются, и не учатся. Мужчины не учатся. Y a вообще. esta, entonces, y он говорит, y esto, con se cansó, esto получается. Esto, женщины, у них какое-то высокое воспитание, Ага. а мужчины меньше. И это, когда они будут искать мужа, нет для них мужа. Потому что, если выходит замуж за рабочего, которого нет воспитания, это давление на семью. Женщины каждый раз увеличивают свое воспитание, уровень воспитания. Образование. Уровень образования. Спасибо. Уровень образования. А мужчина как хуже, не учатся и не воспитываются. И когда эти женщины, и он говорил, это я не говорю, он говорит, социолог, и он говорит, когда эти женщины выходят замуж за рабочего простого, это не то, что плохо, но это давление на семью, на отношения. Поэтому esto, много женщин, как я, без мужа, без детей, это давление на общество. Потому что, не знаю, как в России сейчас, но у нас это очень проблема большая. Потому что это имеет давление на семью, поэтому количество детей меньше, каждый раз меньше. У меня мама, знаете, сколько детей мама у меня? Знаете? 8. Как вы знаете? Так вы же сказали в начале. Рассказывали. 8 детей, она родила еще 9, но 9 умер. 8 детей в то же время мама. А сейчас меньше. Когда много детей, это 5 детей, много, это много. 1, 2, все. Хорошо, значит, рождаемость в Панаме, она падает, женщины становятся более образованнее, чем мужчины, и они не хотят нести семейную ношу с необразованным мужчиной. Так получается? Нет, есть, которые выходят замуж на этих парни. Не хочу говорить, что это неправильно. Я не говорю, что это неправильно. Потому что если муж хороший, потому что я знаю, no, не знаю, правда? Не знаю, ой, Господи, Ужас. Я знаю, что если ты хороший, может быть, мужчина, я так и думаю, может быть, мужчина нет образования, да? Но мужчина может быть хороший, добрый какой, да? И мы должны оценивать человека, как он есть, без образования и с образованием. Правильно? Я так и думаю. Ну, да. Какие 3 важные проблемы в медицине вы видите в Панаме? Какой интересный вопрос. Да. Первая проблема медицина, наш система здравоохранения, первая, это зависит от государства. Да. Но у нас 2 системы сейчас медицина. Seguro social, здравоохранение, да? Да. Как вы говорили? Ну, Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения, а другое страхование. Социальное страхование. Социальное страхование. Вот. Эти 2 не должны быть, Дмитрий. Это неправильно. Много денег выходят. Деньги здесь, а больные еще не решают вопросы. Так что нужно делать? Соединить, Вместе. чтобы была одна система. Соединяем систему. Это первая проблема. Первая проблема. Вторая проблема. Вторая проблема – деньги.
Давай деньги для здравоохранения. Presupuesto. А деньги не дают на здравоохранение? Меньше. Мало. Понятно. Больше денег на здравоохранение. Третье. Третье. Надо меньше смотреть на лечение дела, а? Превентивно. Мгм. То есть, что нужно делать? Sí, меньше больниц. Меньше больниц. Нужно меньше больниц? Да. Ага. А больше поликлиника, городские поликлиник. поликлиника, Ага. маленькие центры, где больные простые идут, может быть, из каждого, как говорим, каждого коммунidad, каждого района. Если каждого района имеет свою поликлинику, и рабочие практики выходят из работы, идут проверяться. Врач там довольно хорошо, достаточное количество врачей, медсестер, инфраструктура хорошая, они идут, проверяются. Правильно? Понял. Но нет, вы, например, я estoy получить, должна сесть в машину, идут в больницу, которая находится в другом районе. Даже не пешком не могу, потому что как ты будешь пешком идти, когда ты плохо, ты должна там, потому что больной. Ну да. А ты должна проверить. А еще, когда ты приезжаешь в поликлинику, нет где остановиться. Нет возможности машин поставить? Или... Нет остановок.